его долгожданная теория про Майкла Афтона, про его не очень радостное прошлое, и попытаемся найти имя его старшего брата. Я уже давно вам сообщила, что у меня есть некие подозрения, что раньше, до укуса 83, Майкла звали совсем по-другому. И на это у меня есть несколько доказательств. Я попробую даже найти его настоящее имя. Но для начала я вам расскажу, почему Майкл – младший ребенок, которого укусил Фредбер в 1983 году. Это для того, чтобы вы не искали мои прошлые видео, и после этого я докажу, что раньше Майкла звали совсем по-другому. Конечно же, за этим мы обратимся к журналу по выживанию, где нам раскрывают, что Майкл, оказывается, и есть жертва укуса 83. По своей сути мы это узнаем только в основном благодаря девочке Кэссиди, которая разговаривает с ним. Ну или, если быть точнее, она спрашивает его о прошлом, но Майкл ей не отвечает. И по некоторым ответам самого Майкла, вопросам от журнала, как, например, вопрос журнала о недавно увиденных снах, Майкл отвечает рисунком кошмарного Фредбера. Ты видишь сны? Его сны говорят как раз о том, что он и есть младший сын Афтона, а кошмарные аниматроники снились только укушенному мальчику. Так что тут вывод очевиден. И благодаря Кэссиди мы можем найти очень много намеков на то, что Майкл совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Что как раз и объясняет те моменты, когда он не отвечает на ее вопросы. Он просто не помнит. При этом девочка знает, что он младший из семьи Афтонов. И это даже понятно по ее вопросам. Он все еще разговаривает с тобой? Она действительно знала, что было с ним в 1983 году. И, конечно же, слова Кэссиди. Вечеринка была для тебя. Насколько я помню, старшему брату вечеринок никто не устраивал. И тем более, данные слова даже не вопросы призрака, а утверждение. Особенно меня очень взволновал тот факт, что почти на всех страницах фигурирует Фокси. А Фокси для Майкла был сущим кошмаром. Но кто-то скажет, что это как раз доказательство, что именно он был в маске Фокси. Но я скажу так. Разве старшему брату снились кошмары? Было ясно сказано, что кошмары снятся именно младшему брату. И никому больше. А Фокси же фигурирует так часто как раз по причине того, что Майкл боится его больше остальных. Намеки на его беспамятство как раз некоторые вопросы Кэссиди. Что ты помнишь? И причем это ее самый первый вопрос. Также ее вопросы. Что из этого кажется тебе знакомым? У тебя было что-то из этого? И, конечно же, важнейший вопрос для нашего видео. Ты помнишь свое имя? Что хочу заметить, он, когда написал свое имя в начале, зачеркнул его. Это разве не намек? Что хочу заметить, Кэссиди также просит угадать свое имя. Мое имя? В итоге, как только мы начинаем читать эту книгу, мы имеем дело с двумя неизвестными именами, которые нам следует узнать. Но все же при этом существует имя, которое нам всем знакомо, которое использовалось практически везде. Это, конечно же, как несложно догадаться, имя Майкл. При этом Кэссиди действительно оставляет подсказки по нахождению своего имени, как это делает и Майкл. Они вместе указывают путь к разгадке имени девочки. Потому что журнал по выживанию является прямой разгадкой к имени, которое было скрыто на могиле в конце FNAF6. Пятый убитый ребенок. Что хочу заметить, Кэссиди также появляется в трилогии. Но так как тема у нас о Майкле и его настоящем имени, то журнал наверняка должен был дать намеки, где его искать. И причем, если судить по происходящему в книге, то эти самые намеки должна была говорить сама Кэссиди. Так как Майкл, я вам напоминаю, ничего не помнит. Обратившись к журналу, я действительно ничего не нашла. Возможно, не стоило купить оригинал. Но если у вас есть оригинальная книга, то вы можете попытаться найти ответ в журнале.
Но раз у меня нет возможности использовать журнал, то я вряд ли найду имя Майкла. Но я попытаюсь найти имя старшего брата. Для этого я обращусь к новым книгам ужасов Фазбера, потому что на просторах третьей книги я обнаружила человека, потрясающего похожего на Уильяма Афтона. Но он не мог быть Уильямом Афтоном, потому что не подходил по возрасту, но подходил под старшего брата. Да, давайте перед тем, как я расскажу вам о том человеке, мы пытаемся понять, сколько было лет Майклу и его брату. На момент укуса 83. Судя по росту спрайта и главного персонажа в FNAF 4, то Майклу на вид от 6 до 10 лет. Ни больше, ни меньше. В итоге Майкл хоть как старше Чарли. Они даже не одногодки, судя по тому, что в 1983 году ей было 3. Но Майклу наверняка здесь не 3, он гораздо старше. А вот старшему где-то 16. Теперь мы выяснили, сколько примерно им лет. И сейчас мы обратимся в первую историю третьей книги ужасов Фазбера. Эта история происходит в современности, в 2000-х годах, если проще выразиться. И заинтересовавший меня человек является начальником главного героя Делайлы. Его имя Нейт. И вы только послушайте его описание и сразу поймете, почему я решила взять именно этого персонажа. Вопреки стереотипу типичного владельца закусочной, Нейт был высоким, подтянутым, красивым и ухоженным. Ему было около 50. У него были короткие седые черные волосы и аккуратно подстриженная борода. У него также были серые глаза, которые могли пронзить вас своим недовольствием. Знаете, когда я это читала, я почему-то видела Уильяма. Так уверена ли я, что это именно старший брат? Нет. Просто персонаж очень сильно на него похож. И это единственный персонаж из всех книг, кто был максимально подходящей кандидатурой на роль старшего брата. Цвет волос. У этого персонажа темный, как у старшего брата, как у Уильяма. Просто сравните спрайт и описание персонажа. Высокий, подтянутый, черные волосы, серые глаза. Если посчитаем возраст, то в итоге у нас будет ответ. Допустим, на момент событий 1983 года старшему было 16 лет. Следовательно, он родился в 1967 году. Плюс 50 лет. 2017. Но возраст Нейта около 50. Следовательно, события тоже происходят чуть раньше. Как видите, этот персонаж максимально подходящая роль на старшего сына Афтона. Нейт Афтон. Вот такое вот видео специально для вас. Я действительно много думала об этом. Думаю, вы оцените. До свидания от обучающего канона FNAF канала Ливерли.